Это могла бы быть одна из самых увлекательных, самых захватывающих и удивительных историй, когда человек занимается поисками медных руд и металлов, а в итоге случайно обнаруживает настоящее, несравненное с ни с чем золото, которое меняет все восприятие истории. За исключением лишь того, что именно в этой истории фермеры, проживающие в далеком и загадочном Китае, решившие копать землю в поисках помета летучих мышей для удобрения своих полей, совершенно случайно наткнулись на нечто гораздо более ценное и важное, чем они могли себе представить. И вместо привычного навоза, который давно использовался в сельском хозяйстве, они нашли кусок человеческого черепа, что стало настоящим сенсационным событием для всех участников этой нелегкой, трудной и очень важной экспедиции. Что? Почему люди искали навоз, а вдруг нашли череп? И что еще более удивительно, почему этот череп считается почти таким же ценным, как золото среди ученых, археологов и исследователей? Позвольте мне рассказать вам всю эту удивительную, загадочную и невероятную историю, которая полностью изменила и перевернула наши представления о древнейших этапах человеческой эволюции и происхождения человека в целом. Начинаем с самого начала, с самых первых и самых важных шагов этой загадочной и очень интересной находки. Все началось в маленькой, тихой, уединенной деревушке на юге Китая, где местные фермеры, живущие простым и скромным трудом, стремясь улучшить плодородие своих полей, повысить урожайность и обеспечить будущее своих семей, решили исследовать заброшенную, давно покинутую и забытую пещеру неподалеку. Там они искали помет летучих мышей, широко используемый в древности и по сей день природный источник натурального удобрения, богатого минералами, микроэлементами и питательными веществами, необходимыми для роста растений. Они копали, раскапывали и копошились в грязи, не подозревая, что их усилия могут открыть дверь в очень далекое, загадочное и таинственное прошлое человечества, скрытое под толщей веков и времени. В какой-то момент один из фермеров зацепил что-то твердое, тяжелое и необычное. Это был кусок черепа, частичный, покрытый слоем пыли, стала и грязи. Он сразу же позвал своих товарищей, и вскоре вся деревня узнала о невероятной, необычной и очень важной находке, которая могла кардинально изменить все наши представления о древности и происхождении человека. Когда ученые, археологи и специалисты по палеонтологии узнали о находке, они спешно прибыли на место и начали проводить первичные исследования. Череп был назван Маба, и по датам, полученным с помощью радиоуглеродного анализа, его возраст оценили примерно в 300 тысяч лет. Очень древний, уникальный и важнейший артефакт, который мог кардинально изменить наши знания о происхождении человека в Азии и, возможно, во всем мире. В те времена, в конце среднего плеоцена, на Земле бродило множество видов древних людей – неандертальцы, Homo erectus, Homo erectus, а также, возможно, и более загадочные, еще не открытые эскисетипойкумные и изученные виды, которые оставались тайной для науки. Этот череп мог стать ключом к раскрытию новых страниц и глав в истории происхождения человека, если его правильно исследовать, изучить и понять его тайны. Ученые долго и кропотливо гадали, кому же мог принадлежать этот загадочный череп. Он представлял собой лишь фрагмент, без челюсти и тела, что делало его особенно загадочным, таинственным
и трудным для точной и окончательной идентификации. Но благодаря современным технологиям, особенно высокотехнологичной и очень точной микрокомпьютерной томографии, исследователи смогли без повреждений, срываний и разрушений заглянуть внутрь этого окаменелого и древнего объекта. И что они обнаружили внутри? Это было по-настоящему революционное и очень важное открытие. Внутри черепа оказались структуры, которые почти не встречаются у известных нам видов древних людей и могут стать новой страницей и главой в истории эволюции. Эти внутренние трубчатые структуры обладали характеристиками, которые никак не соответствовали ни неандертальцам, ни Homo erectus, ни Homo sapiens, современным людям. Эти структуры были настолько редкими, что их находили только у очень древних, исконных и исчезнувших видов, оставшихся в тени истории. Может ли это свидетельствовать о том, что в глубокой древности существовал еще один, ранее неизвестный, совершенно новый и уникальный вид человека, о котором мы ничего не знали? Это было настоящее и очень важное открытие, уникальное, редкое и ценное, которое могло полностью перевернуть наши представления о пути развития и расцвете человеческой эволюции. Форма внутренней части черепа больше напоминала Homo erectus, то есть древний, очень старый и первобытный вид человека, населявший Землю примерно 1,5 миллиона лет назад, но она не совпадала полностью с известными формами и характеристиками. Размеры черепа были больше, чем у Homo erectus, и схожи с размерами современных людей и неандертальцев, но при этом у него были черты, которых обычно не встречают у этих видов. Например, более короткая и массивная лобная часть, более развитая и тяжелая область над глазами и характерные особенности в соединении костей, так называемая бровная дуга или бровь, что делало его еще более загадочным и необычным. Все это свидетельствовало о сложной, уникальной, глубокой и необычной структуре, которая могла принадлежать либо к очень древнему виду, либо к неизвестной ветви человеческой эволюции, оставшейся вне поля зрения современных наук и исследований. Этот череп открывал новые горизонты знаний и задавал множество вопросов о путях развития, миграций и эволюционных процессов наших предков. Помимо этого, у Маба была странная необычная вмятина на лбу, как застывший во времени и пространстве синяк или след раны. Эта травма, скорее всего, была получена при жизни человека, возможно, в ходе борьбы, столкновения или несчастного случая. Или же это было результатом какого-то заболевания или травмы, например, опухоли, воспаления или инфекции, которая вызвала разрушение костей и тканей. Интересно, что несмотря на наличие этой травмы, человек, вероятно, выздоровел и пережил ее, потому что рядом с черепом не было признаков инфекционных процессов, воспаления или других повреждений, свидетельствующих о смерти именно от этой травмы. Такой факт добавлял загадочности и подчеркивал сложность жизни этого древнего человека, о котором мы только начинаем узнавать больше и больше. Эта необычная особенность могла иметь свои причины, свои истории и тайны, скрытые во времени, и могла свидетельствовать о его опыте борьбы за выживание, приспособление и развитие в суровых условиях древности. Такой череп, не идеально совпадающий ни с одним из известных видов и типов, представлял собой загадку, которая требовала дальнейших, более глубоких и всесторонних исследований. Его возраст и структура делали его одним из самых древних и ценных свидетельств существования человека в Азии, что побудило ученых переосмыслить существующие модели, гипотезы и теории миграции и эволюции. Этот уникальный и необычный артефакт стал возможностью взглянуть на этапы человеческой истории, о которых раньше даже и не подозревали,
и раскрывал новые горизонты для исследований в области антропологии, палеоархеологии и генетики. Между тем, в 1976 году в далекой и малоизвестной Танзании команда палеонтологов под руководством известного и уважаемого доктора Мэри Лики обнаружила другой череп, очень похожий на человеческий. Этот череп был найден в слое земли, в слое древнейшей почвы, датируемом примерно 300 тысячами лет назад. Что делало его особенно ценным и важным? Он имел черты, сходные с Homo sapiens, современным человеком, несмотря на свою древность и простоту. Это был настоящий прорыв в области науки, археологии и понимания истории, потому что он мог стать ключом к пониманию момента появления, расцвета и эволюционных связей между древними предками. Эта находка стала важным звеном и звездочкой в цепочке доказательств, раскрывающих тайны древней истории человечества и его миграций по миру. Ученые сравнили найденный череп LH-18 с тысячами других окаменелостей, археологических находок и ископаемых остатков и пришли к выводу, что он, вероятно, относится к очень ранним и древним формам Homo sapiens. В отличие от более поздних и современных образцов, его форма была более длинной, менее округлой, черты лица были более грубые, а череп длиннее и менее гладкий. Эти особенности свидетельствовали о том, что в тот момент люди еще не достигли формы и внешности, к которой мы привыкли сегодня. Возможно, эти черепа представляли собой самые ранние стадии развития и формирования Homo sapiens в Африке и были частью эволюционного пути, ведущего к современным людям и нашим потомкам. Этот череп стал частью доказательств того, что человеческая эволюция шла непрерывным путем, с постепенными изменениями, приспособлениями и адаптациями к новым условиям жизни. Некоторые ученые высказывали мнение, что эти окаменелости могут принадлежать к другому виду – Homo antecessor, или даже к каким-то еще более древним предкам, которые существовали за пределами классической и привычной линии Homo sapiens. Но все указывало на то, что эти черепа были частью сложной, разветвленной истории миграции, эволюции и взаимодействий, которая продолжалась сотни тысяч лет. Их наличие и сохранность свидетельствовали о том, что развитие человека было не линейным, а разветвленным, многоветвистым процессом, включающим множество веток, ответвлений и ответвлений, некоторые из которых исчезали, а другие продолжали эволюционировать и приспосабливаться к новым условиям и вызовам времени. В это время на другом конце и в другой части Африки, в скалистых холмах и горах Марокко, в 1961 году шахтеры, занимавшиеся добычей минерала борит, случайно обнаружили кости, вероятно, остатки древних и очень древних людей. Вскоре рядом были найдены каменные орудия, орудийные осколки, едестия и останки животных, что свидетельствовало о существовании древней человеческой группы или сообщества в этом регионе. Изначально предположили, что эти кости принадлежат неандертальцам, которые жили примерно 40 тысяч лет назад, в эпоху позднего палеолита. Но при более тщательном, более глубоком и всестороннем исследовании выяснилось, что эти кости намного старше, около 160 тысяч лет, и они принадлежат Homo sapiens, что подтверждало ранние миграции и расселение человека по Африке и ее окрестностям. Эта находка стала важным вкладом и подтверждением в понимание ранних миграций, расселения и развития человеческой расы в древности. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, напишите комментарий и подпишитесь на канал.